Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне на кухню за новым рецептом. А сегодня я подготовила вам не один, а множество рецептов. Надеюсь, вам понравится. Я старалась и подготовила идею для праздничного стола. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Поехали! Ну и начнем, наверное, из закусок. И первый вариант – это закуска с языком и баклажанами. Действительно праздничная, сытная, очень вкусная, а готовится просто. В первую очередь нам нужно отварить язык. Я использую говяжий. Отправляю еще холодную воду. Когда это все закипело, уменьшаем огонь, добавляю соль, лавровый лист, смесь перцев. И варим. Варю на самом медленном огне примерно 2-2,5 часа. Также я где-то за час до окончания варки добавила еще лук и морковь, чтобы язык получился еще ароматнее. Проверяем, он уже мягкий. Вилка хорошо выходит, снимаю сразу же в ледяную воду, для того, чтобы было удобно снять шкурку. Снимать из говяжьего языка шкуру очень просто. Оставляю язык остывать, а тем временем я подготовлю баклажаны. Нарезаю их вот такими кружочками. Кстати, вот этот сорт баклажана вообще очень вкусный, не горчит, и с ним работать одно удовольствие, очень красивый. Посолю их по вкусу и добавила еще розмарина. Сбрызну это все маслом и натру каждый кусочек маслом и специями. Вот так вот хорошо перемешаем. Отправляю это все на хорошо раскаленный электрогриль. Конечно, вы можете баклажаны просто запечь в духовке. Поджариваю буквально минутки 3 и все готово. За это время уже и язык остынет, нарезаю его вот таким вот образом, но скажу честно, заготовку для этой закуски я всегда готовлю с вечера. Вчера отварила, а сегодня можно собирать закуску. Ну и, конечно же, подготовим соус. Я купила вот такой вот уже готовый хумус в магазине, у меня классический вкус, он достаточно густой, то я решила добавить сюда еще растительного масла, конечно же, для остроты перчика. Соль не добавляю, так как уже все и так доведено до вкуса. Немножечко сушеного чеснока, и это все хорошо перемешиваем. Вот такая вот пастообразная, очень красивая масса получилась. Это вкусный и полезный майонез, отличная альтернатива. И все, можем собирать закуску. Берем баклажан, язык, снова-таки баклажан, соус и язык. И вот таким вот образом чередуют. Гости берут баклажан с соусом и с языком, и получается очень вкусное сочетание. Вроде бы простая, но необычная закусочка. Украшу еще зеленью, я купила вот такую микрозелень, и можно подавать к столу. Простые продукты, но очень красиво, и самое главное, что вкусно. Моим гостям точно понравилась такая закуска, потому что она вся разошлась. Следующим рецептом хочу предложить вам вкусные и необычные бутерброды, которые действительно украсят любой праздничный стол. Багет нарезаю вот таким вот образом. Можно использовать, конечно же, и гренки, в общем, что у вас есть и что вам нравится. Можно их подсушить, но, честно скажу, у меня уже и не было времени, потому что уже собирались гости, но и на свежем багете это тоже очень вкусно. Беру сыр, в моем случае это брынза, можно использовать моцареллу, мне нравится нарезать на кружочки, можно использовать сливочный сыр, что у вас есть, и выкладываю кусочек хамона или тонко нарезанного балыка. Второй вариант с хамоном – это я взяла тот же сыр и добавила ложечку соуса песто. Признаюсь честно, песто я всегда покупаю готовое. Вот я один вариант сделала и с сыром, рукколой и мясом, второй вариант и с сыром, песто и, конечно же, хамоном. Второй вид бутербродов у меня был багет, намазанный сливочным сыром, руккола и кусочек слабосоленой рыбы, которую я сама готовлю. Тоже просто и вкусно. Выкладываем на блюдо, и бутерброды готовы. Готовится нереально просто, красиво смотрится на столе и очень интересно для гостей. Им нравится что-то необычное, но в то же время яркое и вкусное.
Ну а эта закуска, любимая закуска моего мужа. Тарталетки с печенью трески. Готовится тоже нереально просто. Берем баночку печени трески. Помну вилкой все. Добавлю сюда 2 натертых яйца. И, конечно же, чесночок по вкусу добавляйте. Заправлю это все майонезом, и начинка готова. Просто, нежно и очень вкусно. В тарталетку добавлю листик салата, наполню ее начинкой. Огурчик для красоты и для вкуса, конечно же, если хотите, можно огурец добавить просто в начинку. И все, готово, пару минут, быстрая вкусная закуска уже на столе. А это уже моя любимая закуска. Одно авокадо нарезаю мелким кубиком. Сегодня у меня не очень мягкое авокадо. Для этой закуски мне больше всего нравится все-таки немножко твердоватое авокадо. Помидорку нарезала тоже небольшим кубиком. Посолила это все. Добавила чеснок и сок лимона. Перемешиваем, закуска готова. Выкладываю уже на готовые гренки. Конечно же, можно подсушить гренки на чиабатте, такая закуска очень вкусная. Выкладываю на тарелку. Еще присыпала черным кунжутом. Поверьте, эта закуска ничем не уступает бутербродам с красной рыбой. Для девушек это то, что нужно. Все любят вот такие бутербродики. Следующими приготовим помидоры с грибами. Итак, грибы я нарезала небольшим кубиком, обжариваю на небольшом количестве растительного масла до тех пор, пока из них не испарится вся влага и не станут золотистыми. Также грибочки обязательно нужно посолить по вкусу. Даю им остыть. Добавляю сюда натертый твердый сыр. Сыра я добавляю много, так как люблю, чтобы было много сыра. Чеснок по вкусу. И заправляю также майонезом. Все перемешаю, и начинка для помидор готова. Ну и, конечно же, основной ингредиент этой закуски – это помидоры. Нарезаем их такими толстыми кружочками. Выкладываю на тарелку, которую я выстилаю листьем салата. Эта закуска тоже готовится буквально за считанные минуты. Очень часто готовлю на праздничный стол, потому что это просто в приготовлении и к тому же вкусно. Поверьте, понравится абсолютно всем. Ну и сверху, конечно же, выкладываем начинку. Все просто, как по мне, красиво, а самое главное, что вкусно. Дальше вашему вниманию я хочу предложить рецепт салата. Сегодня на моем праздничном столе не будет никаких салатов с майонезом, а вот такой вот закусочный салат. Начинаем из того, что нужно подготовить курицу. Куриное филе я нарезаю большим кубиком. Кстати, вы можете его заменить и на филе бедра, тоже будет еще вкуснее и сочнее. Добавлю растительного масла, соли и приправу к курице. У меня уже готовая смесь. Все хорошо перемешиваю и оставляю на минут 15, чтобы мяско промариновалось. Отправляю его на хорошо раскаленную сковороду без масла и на среднем огне обжариваю до золотистого цвета. Пускай остывает, я подготовила остальные продукты, и теперь давайте соберем салат. На дно большого блюда берем листья салата, можно взять микс. Сегодня я беру рукколу и микрозелень вот такую. Добавляю небольшие креманки с хумусом, и также я взяла креманку маслины. Можно эти маслины просто разбросать по салату. Полосками выкладываю нарезанные помидоры. Уже остывшую курицу,
Также большими вот такими кусками нарезаю огурец. Тоже выкладываю вот таким вот образом. Сыр фету нарезаю кубиком. И поливаю соусом. Друзья, как я готовила этот соус, будет в следующих рецептах, где я готовлю овощи-гриль. Ну и какой же праздничный стол без шикарной мясной нарезки. Сегодня я подготовила отличную идею. Как сделать такую мясную доску с сыром, я обязательно покажу в одном из следующих роликов. Ни один праздник в нашей семье не проходит без утки. И, конечно же, этот рецептик уже есть на моем канале. Как готовить вкусную утку с яблоками, я ссылочку оставлю в описании под этим видео, чтобы не делать слишком длинный этот ролик. Но уверяю вас, приготовьте такую утку на праздничный стол, и вы будете в восторге. И в качестве основного горячего блюда я сегодня подавала запеченные стейки с рыбы. Когда мы пошли за покупками, в нашем супермаркете была акция на целый лосось, вот такой вот, он небольшой, до 2 килограмм. Очистили от луски и нарезаем на стейки. Конечно же, вы таким образом можете приготовить и филе другой рыбы, но лосось, естественно, получается очень вкусным и сочным, тем более, что это достаточно жирная рыба. Нарезаю на стейки, а из головы и обрезков, конечно же, будет вкусная и ароматная уха. Подготовленные стейки я выкладываю на противень, который выстеленный пергаментом. Посолю немножечко, соли много не добавляйте. Добавлю смесь специй к рыбе. Кстати, специи у меня без соли. И сверху добавлю натертый на мелкой терке пармезан. Именно пармезан придаст необычный вкус для этой рыбки. Отправлю все в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-25 минут. Все зависит, конечно же, от величины стейков. Так как у меня они небольшие, то 15 минут было более чем достаточно. Я, кстати, к этой рыбе подготовила еще, отварила брокколи. Честно скажу, во время съемки я просто забыла добавить к рыбе. Но на праздничный стол я подавала именно с брокколи. И такое сочетание то, что нужно. Рыбка, капуста, бомба. И к этому столу я еще приготовила овощи-гриль. К тому же сейчас осень, как раз сезон, овощи такие достаточно доступные, перцы растут еще на огороде. Это блюдо и вкусное, и бюджетное. Сладкий перец очищаю и нарезаю вот таким вот образом. Я использовала 4 перца, 2 красных и 2 желтых. Отправляю в большую миску, где я буду мариновать все овощи. Баклажаны также нарезаю, но уже не кружочками, а вот такими большими кусками, большими кубиками. Также отправляю миску к овощам. Кабачок нарезаю уже кружочками. Эти все овощи, друзья, я буду запекать на электрогриле, но хочу повторить, что если у вас его нет, все так же делаете, выкладываете на противень и запекаете в духовке 15-20 минут, при 200 градусов будет достаточно. У меня осталось немножко шампиньонов, они, конечно же, не обязательны, но я готовила закуску, грамм 200 осталось, то решила тоже добавить к овощам. Они к тому же получаются тоже очень вкусными. Разрезала пополам, так удобнее запекать. Это все нужно хорошо посолить, перца добавить. Спрызну все маслом. Ну и, конечно же, все хорошо нужно перемешать. Ну и все овощи я буду жарить на хорошо раскаленном электрогриле. Но еще раз повторюсь, что духовка тоже отличная альтернатива для такого блюда. Тем более, что жарить такие овощи очень просто и быстро. Я все процессы не показываю вам, конечно же, как я выкладываю все овощи. Ну, готовится все по тому же принципу. Но я отдельно обжариваю там перец, баклажаны, грибы, все обжаривайте отдельно. Дальше подготовлю соус, заправку, которую я использовала и для салата, и для овощей гриль. Берем чеснок измельченный, добавила сюда горчицу в зернах и обычную горчицу. Конечно же, сок лимона, соевый соус
Все хорошо перемешаю и добавила еще немножечко растительного масла. Но это уже по желанию. В принципе, мы в овощи добавляли масло, то можете и не добавлять, но так ароматнее получается. Все, заправка готова. Этой пропорции мне было достаточно и для салата, и для овощей гриль. Что овощи, что салат, этой заправкой я поливаю уже когда все стоит на столе. Вот собрались гости, и только тогда поливаем все заправкой. Подавать я овощи буду в таком блюде. На дно добавлю зелень, но это по желанию, это скорее всего для красоты. И выложим овощи. Кабачки, но уже собирать и подавать эту закуску вы можете уже так, как позволяет ваша фантазия. Я подаю вот таким вот образом, как по мне, это красиво и просто к тому же. Украшаю зеленью и можно подавать. У меня есть такая красивая подставка, подогрев, накрываем крышкой и такая закуска всегда будет теплая. Ну и праздничный стол без десерта – это не праздничный стол. Самый вкусный и любимый десерт моей семье и моих друзей – это, конечно же, тирамису. Я люблю его готовить, это просто, но и получается очень и очень вкусно. К желткам добавляю сахар и взбиваю эту всю массу до бела. В хорошо взбитые желтки я добавляю маскарпоне. Эти все продукты должны быть из холодильника, что холодные желтки, что холодные маскарпоне. И вот в итоге такая пышная масса получилась. Дальше берем белки, добавлю немножечко соли и взобью до устойчивых пиков. Взбитые белки ввожу в сливочную массу. И все, вот такой вот воздушный и безумно вкусный крем готов. Нужно подготовить сироп, в котором я буду вмакивать савоярди. Берем кофе эспрессо и добавила немножечко виски. Конечно же, алкоголь может быть абсолютно любым, а можно и вообще не использовать, так если вы готовите для детей. Подавать этот десерт я буду порционно. Берем стаканчики, на дно которых обязательно нужно добавить крем. Печенье савоярди я разламываю и обмакиваю в кофе буквально 1 секунду. Печенье покрываем кремом. Для того, чтобы было удобно собирать десерт, я крем выложила в мешок. И каждый стаканчик посыпаем какао. Но это уже по желанию, но я люблю более насыщенный вкус какао. Снова таки идут печенье. Сверху снова таки покрываем все кремом. Но я много крема не добавляю, так как хочу еще украсить. С помощью крема делаю вот такие вот звездочки, украшаю, у меня есть насадка. Конечно же, это не обязательно, но так как это праздничный стол, то мне смотрится так красивее. Конечно же, посыпаем все какао. И все, можно наслаждаться. Желательно такой десерт приготовить заранее, я всегда готовлю с вечера, а на следующий день подаю к столу. Но 2 часа для пропитки будет более чем достаточно. Так как мы праздновали годовщину нашей свадьбы, я еще подготовила вот такой вот чизкейк, который называется Ferrero Rocher, рецепт приготовления которого вы скоро уже сможете увидеть на моем канале. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что хотя бы один из этих рецептов и идей вам понравился, и вы обязательно приготовите и себе на праздничный стол. Ну а если же вам понравилось такое видео, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеорецептах. До новых встреч всегда на канале Вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы, друзья! И если вы готовите по моих рецептах, отмечайте и отправляйте мне свои фото-отчеты на Instagram. Вам не сложно, а мне очень приятно. До новых встреч, друзья! Пока-пока!